После более чем 5 лет ожидания и подготовки, Джан Яман наконец предстал перед зрителями в образе Сандакана в новом международном проекте. Премьера сериала состоялась в Италии 1 декабря, а позже сериал появится на Disney+. В честь релиза Джан дал серию больших интервью европейским изданиям, от Vanity Fair до крупнейших итальянских телеканалов. В них Джан откровенно рассказал о том, что для него значит любовь, семья, успех, мечты, внутренний рост и путь, который привел его к главной роли в карьере. Мы собрали для вас самые яркие вопросы и ответы о любви, семье, мечтах и мести. Ведущий: что происходит в вашей жизни? Давайте начнем с любви. Джан: я очень страстный человек во всем, что делаю. Я всегда отдаюсь на 100% тому, что выбираю. И когда в моей жизни нет любви, я склонен дистанцироваться от всего остального. Ведущий: что тебя влюбляет в человеке? Джан: это ментальная гармония, которую время от времени находишь с человеком. Провинциальность меня утомляет, мне нужен открытый ум. И когда человек открытое мышление, это мне очень нравится. Я сказал немного, но этого достаточно. Ведущий: что нужно, чтобы ты влюбился? Джан: меня восхищает противоречие, которое находится в идеальном равновесии. То есть, когда в женщине ты видишь простоту, но одновременно и безумство. И эти противоречия гармоничны. Когда в ней есть контрасты, но они безвредны, не причиняют тебе никакого ущерба. И если женщине удается их идеально удерживать в балансе, она интригует еще больше. Такие внутренние противоречия – это очень красиво. Ведущий: что такое любовь в 36 лет? Джан: ты уже не совершаешь безумств 20 лет. Ты взрослеешь, становишься другим человеком. Сейчас я ищу простоту, дом, спокойствие. В любви главное то, как ты чувствуешь себя в 4 стенах. Если ты можешь провести 3 месяца заперти с кем-то и смеяться каждый день, это и есть тот самый человек. Ведущий: вы хотели бы иметь детей? Джан: в этом году я думал об этом чаще обычного. Но моя жизнь сложна. Я все время в разъездах, живу на съемочных площадках. Сейчас я в Испании, потом снова вернусь в Рим. Трудно найти базу и трудно найти женщину, которая могла бы идти в таком ритме. Иногда вы любите друг друга, но живете в разных городах. Иногда я спрашиваю себя: если бы у меня был ребенок, где бы он жил? На каком языке говорил бы? У меня нет простых ответов. Ведущий: какие у вас отношения с родителями? Джан: мой отец живет в Бодруме с моим дядей. Он любит быть один, как и я. Моя мама тоже там. Она вышла на пенсию и теперь увлечена танго. Ей очень хорошо это удается. Она организует фестивали. И многие мои поклонники стали ее учениками. У нее есть ее коты. Мы далеко друг от друга, но наши сердца всегда рядом. Ведущий: ваши родители были очень молоды, когда вы родились. Джан: моей маме было 22, отцу 27. Я единственный ребенок. Родители развелись, когда мне было 5. Поэтому я почти не помню их вместе. Но они остались друзьями, и моя жизнь была спокойной. Меня всегда окружала любовь. Ведущий: за что ты взяла реванш в жизни? Джан: за многое. Например, когда я жил в Турции, пресса нападала на меня 1000 раз. Они пытались меня очернить, придумывали массу плохих ложных новостей. Тогда я решил идти своим путем и переехать в Италию. После этого они начали говорить, что толпа людей, которая ждала меня, это была якобы нанятая мной массовка. Такие абсурдные вещи даже не поддаются объяснению. Говорили: если он такой знаменитый, пускай работает там. Я приехал и действительно начал здесь работать. Все это было совсем другим опытом. Реванш – это когда над тобой смеются, но ты продолжаешь идти своей дорогой. Сначала тебя ненавидят, спорят с тобой, потом начинают уважать, а затем и подражать тебе. И вот уже другие турецкие актеры хотят делать то же самое. Чего я хотел добиться этим? Вернуть то, что у меня тогда пытались отнять. Смысл того пути, по которому я шел. В Италии есть выражение «вытряхнуть камушки из ботинка». Вот это и стало для меня реваншем. Но я сделал это не со злом. Я просто доверил все Богу и времени. Я шел своей дорогой. Это не активная месть, это ожидание. И Сандакан тоже был частью этого.
Вообще ждать, не говоря при этом ни слова, очень тяжело. Особенно, когда ты приезжаешь в Италию ради большого проекта. Сандакан, а потом вдруг он не запускается. Нет новостей. И все выглядит так, будто это была какая-то фальшь. Как будто ты кого-то обманул. И в какой-то момент все, что ты делаешь, действительно становится реваншем. Ведущий. Ваше последнее интервью в Италии было 4 года назад. Потом тишина. Что мешает вам рассказывать свою историю? Джан. Хотя могу казаться очень уверенным, но интервью меня нервирует. Говорить о себе, когда все вокруг вырывается из контекста, непросто. Бывали случаи, когда мои слова обрезали и использовали против меня. Так и учишься защищаться. Я решил говорить мало и позволить работе говорить за меня. Как говорят футболисты, я отвечу на поле. Ведущий. Вам нравился спорт? Джан. Первый подарок, который сделал мне отец, это футбольный мяч. Он и мои дяди играли в футбол, один даже тренировал футбольный клуб. Мама же, наоборот, очень переживала за мою учебу. Уже в начальной школе я выучил английский. Я выбрал итальянский колледж потому, что туда принимали всего 80 учеников в год, и я хотел быть один из них. В старших классах я понял, что языки могут открыть мне множество дверей. Меня выбрали в число 36 лучших турецких студентов для программы обмена в США, и я год жил в американской семье. Потом я решил изучать право. Ведущий. Почему именно право? Джан. Это посоветовал мне отец, а я всегда прислушивался к нему. Я мечтал стать международным юристом. Актерство пришло случайно. После выпуска я начал работать в адвокатской конторе. 12 часов перед компьютером. Это было не для меня. Мне нужно было движение. Я впал в депрессию. И вспомнил, что в университете нам предлагали пройти театральные курсы для развития пластики. Я записался. Потом пошел на индивидуальные занятия актерским мастерством. Относился к этому как к хобби. Затем пришли пробы. Ведущий. Помните свои первые пробы? Джан. Режиссер сказала, что я слишком нарядный, слишком мускулистый и слишком красивый для роли. Попросила меня сделать себя попроще, похудеть. Я сделал это. На второй пробе она сказала: «Теперь ты идеален». С тех пор я больше не проходил кастинги. В Турции, если сериал выстреливает, ты становишься знаменитым после 2 эпизодов. Ведущий. Как устроена турецкая телеиндустрия? Джан. Очень жестко. Ты работаешь по 16-18 часов в день. Спишь 4 и снова на площадку. Каждую неделю снимается серия по 150 минут. Ты превращаешься в боевую машину. Это устаревшая система. Те, кто не выдерживает, исчезают, а те, кто остаются, закрепляются. Тогда я был молод и самоуверен. После сериала «Эркенчи Куш», который также показывали в Италии, я поехал с отцом в отпуск в Неаполь. Это был 2019 год. Перед гостиницей на набережной все остановилось на 7 дней. Фанаты не расходились даже ночью. Я выходил с отцом, и мы проводили 5 часов, делая фото. Там я понял, насколько сильно меня любят. Ведущий. Тогда ли вы решили переехать в Италию? Джан. 5 лет назад мне предложили роль в Сандакане. Потом началась пандемия, и я остался в Риме. Тем временем сериал отложили, и я успел сняться в 2 сезонах другого сериала и проекте «Эль Турко». Вся эта подготовка, верховая езда, боевые навыки пригодилась мне для Сандакана. Съемки длились всего 4 месяца. Единственный способ сделать это возможным – прийти абсолютно готовым. Это роль, которая выпадает раз в жизни. Надеюсь, я справился хорошо. Ведущий. Вы узнаете себя в прозвище «Тигр Малайзии»? Джан. Сегодня модно говорить «я чувствую себя львом» или набивать на спине татуировку льва. Но мне все это кажется очень шаблонным. Идея сильных мужчин, которые хотят быть похожими на большого хищника. Мне это кажется банальным. Сандакана можно назвать тигром, потому что он физически ловок, но у него есть свои слабости. Ведущий. Считаете ли вы, что в 2025 году мы отказались от модели альфа-самца? Джан. Я никогда особенно не углублялся в эти обсуждения, но знаю, что сейчас говорят и о сигма-мужчине. Это мужчина, который не вступает в бессмысленные соревнования, не нуждается в том, чтобы любой ценой казаться сильным, и который заново открыл для себя нежность. Для меня Сандакан – это сигма-мужчина, а не альфа. Ведущий. А Джан Яман? Джан.
В этом я похож на Сандакана. Я понимаю, на первый взгляд я могу казаться типичным альфа-самцом, но на самом деле я полная противоположность. Мне не нужно ничего доказывать. Я не живу в режиме соревнования или агрессии. Мне гораздо ближе спокойствие, доброта. Ведущий. Как вы относитесь к своей внешности? Джан. Это то, о чем я не думаю. Конечно, она помогает мне в работе. Я начал работать благодаря своему лицу. Но я не полагаюсь на внешность. В реальной жизни то, что я делаю, не зависит от моего облика. Если бы я позволил всему крутиться вокруг этого, возникли бы проблемы. Я тренируюсь каждый день ради дисциплины. Более того, иногда красота может даже стать препятствием. Ведущий. Что вы имеете в виду? Джан. В Турции я начинал с романтических комедий. До 29-30 лет я не мог делать ничего другого, хотя внутри не знал, что способен на большее. Я поступил рискованно, уехал из Турции, приехал в Италию в поисках другой карьеры, и потом появился Сандакан. Сейчас я снимаю экшн-сериал в Испании. Я мечтаю о будущем в духе Джеймса Бонда, но понимаю, если передо мной открываются новые двери, это потому, что я работал серьезно. Свобода рождается от смелости, но также и от знаний. Ведущий. А когда успех приходит, что-то меняется? Джан. Я тот же человек, что и 20 лет назад. Но мы все должны развиваться, перемен не нужно бояться. Скоро Сандакан покажут в Америке и Англии, и, возможно, у меня появятся новые поклонники. Жизнь, конечно, изменится, потому что каждая работа ведет тебя в новом направлении. Но моя сущность не изменится. Я вырос в семье, где меня любили. У меня прочный фундамент. У меня нет детских травм, которые я должен компенсировать. Ведущий. Как вы защищаетесь от такой публичности? Джан. Умение разделять личное и публичное пространство – это жертва, которую приносят все знаменитости, не только я. Однако для меня это естественнее, потому что я всегда любил одиночество. Я умею занимать себя, у меня много увлечений. Одиночество я воспринимаю как награду. Ведущий. Вам нравится жить в Риме? Джан. Я живу здесь уже 5 лет. Для меня важна не столько сама столица, сколько дом. Куда бы я ни приехал, могу сделать это место своим. После гостиницы я переехал поближе к Колизею, но это была ошибкой. Слишком много внимания. В 30 мне нравилась эта суматоха, чувство завоевания нового мира. Сейчас я ищу умиротворения. Я живу в более уединенном районе. Никто не знает моего адреса. Не потому, что я не люблю своих поклонников, я их очень люблю, а чтобы защитить себя. Быть турком не помогло. Мы практичные люди, быстро адаптируемся. И в этом турки и итальянцы похожи. Ведущий. Чем вы гордитесь больше всего? Джан. Своей работой, своей семьей. Я горжусь всем, даже своим знаком зодиака. Я Скорпион. Гордость – это выбор. Не жаловаться, не делать из себя жертву. Я всегда ищу позитивную сторону, даже в жертвах. Ведущий. Где будет Джан Яман через 10 лет? Джан. Я знаю ответ. Я никогда не мечтаю наперед. Я не мечтаю о стране. Я мечтаю просто о доме. Но этот дом не зависит от места или государства. Это состояние внутреннего покоя, которое находишь среди людей вокруг тебя. У меня есть способ обнуляться, начинать все заново и выживать. Я научился этому с годами. Поэтому место для меня не главное. Сейчас я в Испании, снимаюсь на Тенерифе на другом языке, который выучил за год, и работаю в другом жанре, на другом языке. Это постоянные выходы из зоны комфорта, и мне это действительно нравится. Так что если бы я сейчас сказал, что мечтаю о каком-то конкретном месте, это была бы ложь. Нет, я так устроен, я иначе сформирован. И, честно говоря, мне бы стало скучно. Поэтому моя мечта – оставаться как можно дольше молодым, хорошо о себе заботиться, быть молодым внутри, в чувствах, желании что-то делать. Потому что, по-моему, старость начинается изнутри, когда ты больше не бросаешь вызов в жизни, не хочешь создавать что-то прекрасное, не хочешь учиться. Желание учиться – вот что важно. Я не хочу становиться человеком, который говорит «я все знаю». Я хочу доверять, учиться новому, удивлять себя и развиваться. Это чувство удивляться себе делает меня живым. Не повторяться – вот что держит меня в тонусе. А когда это исчезает, это и есть конец жизни. Поэтому моя мечта
Всегда находить в себе силы продолжать путь к знаниям. Мы представили вам самые выразительные и глубокие моменты из интервью Джана Ямана. Смотрели вы уже Сандакана? Как вам сериал? Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.